Безразличное солнце согревает последние очаги цивилизации. Бремя спасения опустевшей планеты возложено на двоих – контрабандиста Джоэла и подростка Элли, так похожую на его дочь, что погибла 20 лет назад. Они – наши сегодняшние герои. Они – одни из нас. Человек покорил природу, но прошло время, и она нанесла ответный удар. Вспышка глобальной эпидемии подрывает социальный организм. Немногие выжившие сбиваются в коммуны, банды, секты. Проект «Одни из нас» от калифорнийской студии Naughty Dog исследует апокалипсис с нравственной стороны. Кто опасней – измотанные нуждой люди или те, кто уже потерял человеческий облик? Новая, переработанная версия игры для консоли PlayStation 4 обостряет этот вопрос, доведенными до совершенства – графикой, звуком, управлением. Вы чувствуете каждый замах, каждый удар. На кону стоят ваши жизни. Разработчики давят на реализм, и не случайно. Их мрачная фантазия, по сути, в шаге от реальности. Главное сюжетное допущение – причиной вымирания стал реально существующий гриб Cordyceps, мутировавший сам и превращающий в мутантов зараженных людей. Под впечатлением от игры мы отправились на подмосковную биостанцию МГУ, чтобы узнать, грозит ли человеческой расе гриб-убийца. Cordyceps – это довольно большой род грибов из сумчатых грибов. Известно их, грубо говоря, порядка 400 видов в мире. Но точное количество назвать трудно. Cordyceps паразитирует на живых существах, выделяя нейротоксины, которые при попадании в мозг меняют поведение особи, фактически манипулируют ею. Насекомое начинает щелкать жвалами, забирается повыше, из его головы вырастает гриб и бум! Взрывается, разбрасывая споры. Все эти вещи очень интересны, но их несколько так преподносят несколько претенциозно. Муравьи-зомби, там что-то такое звучит. Нам сразу пришла в голову мысль, а что, если он перескочит на людей? Как те отреагируют? Что случится с обществом? Ну, это скорее чисто фантастические измышления, потому что вот это облигатные паразиты крайне сильно в своем образе жизни связаны со своими хозяевами, с членистоногими. А мы от них очень далеки, это практически совершенно нереальная вещь. Притом специфичность у многих грибов этих фантастические. Одни вот только могут на гусеницах, другие только на каких-нибудь лесных клопах. Грибов, которые бы развивались при очень высоких температурах, среди них, к счастью, нету. Поэтому возможное опасение, что подобные грибы могут вдруг паразитировать на человеке или на других теплокровных, но это из области как раз фэнтези. Итак, наши страхи беспочвенны, но это не повод бросать игру. Ведь даже если вычесть из сценария фантастику, ее драматической структуры это не нарушит. Разработчики не скрывают, самые жуткие монстры развиваются в совершенно здоровых людях, лишенных, однако, простого человеческого тепла. Моей героине 14 лет. Она в обычной майке и джинсах, но она очень сильна, ведь ей есть ради кого жить. Чего ты так боишься? Ты сейчас ходишь по очень тонкому льду. Что будем делать? Каждый патрон на счету. Мы с самого начала не хотели, чтобы Элли была дочерью Джоэла. Их отношениям было бы некуда развиваться. Джоэл пошел бы ради нее на все, потому что так поступают отцы. Здесь же все куда сложнее. Виртуальная повесть об одиночестве вдвоем стучится в сердце и хватает за горло. Как всякий хороший триллер, одни из нас пугают неизвестностью в циничном мире с дефицитом доброты. А вот визуальных красот в игре в избытке. Геймдизайнеры даже добавили в меню особый фоторежим, чтобы каждый мог воскликнуть: «Остановись, интерактивное мгновение! Ты прекрасна!»